Смарт-часы с AMOLED-дисплеем, которые имеют яркость до 1000 нит, технологию Always On Display. Шикарное разрешение. Также данная модель оснащена функцией Bluetooth звонков, имеет время автономной работы до 15 суток, водонепроницаемость класса IP68, все стандартно, можете плавать, но желательно не в соленой воде, может измерять пульс в автоматическом режиме, измерять SpO2 кислород, артериальное давление, вот этому никогда не верим, даже если читаете в рекламе, мониторить сон и не только. Об этом всем, разумеется, нам заявляет сам производитель к смарт-часам под названием Imiki TG1. И да, они уже очень давно умные часы делают. Но как же на самом деле дела обстоят конкретно у данной модели, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в неплохо оформленной упаковке из плотного картона. На нее нанесли изображение модели, название, основные фишки, а также QR-код для скачивания приложения. Так что не теряем ее. Пакинг обыкновенный. В комплекте мы имеем краткое руководство, смарт-часы, магнитное зарядное устройство с двумя пинами, один ремешок с магнитной застежкой и один силиконовый с обыкновенной застежкой. Размеры 47,5 на 52,3 на 11,7 мм. Весят смарт-часы со стоковым ремешком 52 грамма. И это немного, учитывая, что некоторые часы без ремешка столько весят. За данную стоимость комплект по мне очень даже хороший. Плюс, разумеется, на эти полу-ноунеймовские бренды стабильно есть распродажи, не забываем. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал, посмотреть в записи стрим на Poco F5, хотя бы те куски, где я рассказываю о розыгрыше, и 30 числа прийти, чтобы я разыграл среди вас Xiaomi Poco F5 и 5 Mi Band 7 серии. Когда выйдет 8-я глобалка, я ее пообозреваю, буду разыгрывать 5 Mi Band 8 серии. Перейдем же к смарт-часам. Дизайн интересный, выглядят смарт-часы неплохо, но тактильно они ощущаются как игрушечные. Внешне, к слову, они напоминают смарт-часы от Samsung. Корпус смарт-часов тактильно по ощущениям выполнен из прочного легкого пластика, ремешки быстросъемные, ширина ремешка 22 мм, на мужской руке TG1 смотрится отлично, в целом как и на женской. При носке они практически не ощущаются, запястье под ремешком не потеет и ремешок не натирает. Далее на корпусе расположили краткую информацию, 2 контакта для зарядки, датчики мониторинга здоровья, динамик и микрофон, что круто. Также на корпусе есть механическая кнопка колесика для включения-выключения экрана и возврат, а прокруткой можно перемещаться по интерфейсу, что очень даже удобно. Прокручивание не сопровождается вибрацией, так как кнопка выполнена по системе трещотки. Переназначить команды кнопки нельзя, летим дальше. С фронтальной части у нас находится AMOLED-дисплей на 1,43 дюйма с отличным разрешением 466 на 466 пикселей, рамки не громадные, экран имеет слегка закругленные края, покрыт он, кстати, закаленным стеклом 2,5D с неплохим олеофобным покрытием. Это вам, конечно, не сапфир, но тоже неплохо. Интерфейс доступен на русском языке, перевод некорректный, а шрифт, разумеется, оставляет желать лучшего, но в целом пользоваться данной моделью часов можно без проблем. Максимальная яркость 1000 нит, и это прям очень круто для смарт-часов, тем более в этой ценовой категории. Экран и вправду у TG1 является огромнейшим плюсом, если не брать во внимание неплавный скроллинг, никаких вам 60 Гц здесь. То, что некоторые цвета отображаются с артефактами, и то, что анимации по минимуму. Но все это по большей части зависит от железа операционной системы. При прямом попадании света на экран с максимальной яркостью яркости хватает, даже небольшой запас есть. Автояркости на борту нет, но есть Always On Display с 2 стилями отображения и перемещением отображаемой информации на экране для предотвращения быстрого выгорания дисплея. Время до отключения экрана максимум всего 15 секунд, активация экрана при поднятии запястья срабатывает стабильно хорошо, настроек на смарт-часах по минимуму. К слову, функции для отключения экрана накрытием нет, как и функции для пробуждения экрана тапом. Это все только у брендов А-эшелона можете найти. Режим не беспокоит на борту, а также на смарт-часы можно установить пароль. По свайпам с главного экрана. Сверху вниз это панель быстрого доступа, где можно сразу же изменить вид меню, отрегулировать яркость, воспользоваться фонариком и не только. Снизу вверх уведомления, слева направо меню, а справа налево виджеты. Возможность изменить порядок меню или виджетов я не обнаружил. Меню небольшое, в нем есть активность, текущее состояние, функция SOS, телефон, в которой есть возможность набрать номер, включить-выключить данную функцию и посмотреть историю звонков или адресную книгу. Контакты можно добавить также через приложение до 100 штук. Далее есть измерение пульса, SpO2, мониторинг сна, бесполезное измерение артериального давления, ему ни в коем случае не верить, но к этому мы еще вернемся. Погода, музыкальный плеер, через который можно регулировать громкость и переключать треки, воспроизведенные на смартфоне. Загружать музыку или что-либо другое на смарт-часы возможности нет. Но смарт-часы могут использоваться как Bluetooth динамик для прослушивания музыки, воспроизведенной на смартфоне. Далее есть сообщения, будильник, который можно завести прямо с часов, дыхательные тренировки, одна игра, чтобы убить время, это хорошо, уже игры допиливают сюда, голосовой помощник, который работает в
паре с голосовым помощником на смарте, это тоже огромный плюс. Секундомер и таймер в фоновом режиме может работать только, правда, таймер, так что полумультизадачность здесь есть. Далее есть поиск телефона, фонарик, калькулятор и настройки. В настройках ничего необычного, помимо уже перечисленного. Можно еще настроить громкость динамика. Летим дальше. Bluetooth версии 5.2, последний, напоминаю, 5.3, но в данных часах 5.2 это уже круто. Связь с устройством, с которым они в паре держат стабильно, уведомление об отключении TG1 на смартфон мне не приходило, правда. Подключить нагрудный датчик, разумеется, нельзя, как и Bluetooth наушники. Тренировок на борту более чем достаточно, но вот отслеживания плавания нет, как и автоматического определения активности и встроенного GPS-навигатора. Пользоваться музыкальным плеером во время тренировки нельзя. Что касается мониторинга здоровья, смарт-часы могут измерять пульс, кислород в крови, мониторить сон, артериальное давление, а вот уровень стресса они не измеряют. Может, это и хорошо. И так понятно, что он у всех запредельный. Пульс у воздуха, как и кислород в крови, не нащупывают. Пульс измеряется в автоматическом и ручном режиме. SPO2 работает в авторежиме с периодичностью в 10 минут и больше, а также в ручном режиме. Бесполезное измерение артериального давления работает только в ручном режиме, а бесполезное, потому что данные смарт-часы не являются медицинским прибором. Функция — это чистой воды маркетинговый ход. На руке измерения пульса и SPO2 меня не особо порадовали, так как часто показатели далеки от настоящих показателей. Сон мониторит хорошо, как и все фазы сна. Также есть напоминание о необходимости размяться. При входящем звонке нам предоставили возможность сбрасывать вызовы, включать беззвучный режим, отвечать на смс с заготовками и отвечать на вызов. Насчет заготовок это прям круто, потому что не все топы до сих пор научились это делать. Функция Bluetooth звонков на борту, разговаривать через смарт-часы в целом возможно. Не сказал бы, что микрофон отрабатывает хорошо, суперски, но неплохо. Динамик обыкновенный, для недолгого разговора, не в шумной обстановке, более чем достаточно. Вибромотор топорный, не настраиваемый. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя. Иконки отображаются, а вот смайлики нет. Длинные тексты полностью не отображаются, как и фото в уведомлениях. Далее, емкость аккумулятора 300 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 7 минут. В активном сценарии использования без включенного Always On дисплея с 50% яркости экрана, по моим тестам, они прожили 5,5 суток. Время автономной работы стандартное, что уже хорошо, но вот Always On Display очень быстро высаживает заряд аккумулятора. Водонепроницаемость класса IP68, разумеется, я окунул их в воду, по итогу с ними все в порядке. Принимать душ, купаться вместе с ними можно, но ходить в сауну или купаться в соленой воде я бы с ними не стал. Летим дальше. Приложение Glory Fit. Подключаются смарт-часы к нему быстро и без проблем. Обновления, к сожалению, мне не приходили. В приложении есть 4 вкладки, такие как профиль, тренировки, здоровье, где отображается весь мониторинг здоровья, а последняя вкладка — это устройство. На стартовой странице со смарт-часами мы имеем заряд, но не в процентах, настройку Bluetooth вызовов, галерею с циферблатами, которых там достаточно, ко всему можно установить любую фотографию на заставку. Далее есть стандартные настройки, настройки мониторинга здоровья. В приложении также есть возможность удаленной фотосъемки, но только через само приложение. Минусы: нет отслеживания плавания, нет NFC-модуля, нет возможности загружать музыку на сами смарт-часы, нет возможности подключать Bluetooth наушники, нет GPS-навигации, неплавный скроллинг, нет автояркости, мало настройка, полезных функций. Ну и основной минус для меня — это то, что они обманывают с давлением. Нехорошо это. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи ему, личный телеграм-канал. Пишите, интересны ли вам такие ноунеймы, потому что по мне нужно знать все. И Xiaomi когда-то были неизвестным никому брендом, и Meizu когда-то кончились, правильно? Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Все новинки всего и вся стараюсь выгружать, покупать, рассказывать, потом продавать. Резюмирую. Имики TG1 очень похожи на IMI Lab W02 Smartwatch, только TG1 круглой формы, а по функционалу практически одно и то же. Не скажу, что я в полном восторге от данной модели, но и негативных эмоций она у меня не вызывала. Мне очень сильно кажется, что данный бренд постепенно будет появляться у нас в ритейле, так что сможете прийти, посмотреть и пощупать. Очень часто на них всякие промокоды, купоны раздают и подобное, потому что это не супер популярный бренд. Девайсу от меня, да, все равно добра и удачи вам, дорогие друзья.